Народ, который становится плечом к плечу, чтобы закрыть избирательные урны, непобедим. Его уже никому не нужно побеждать. Этот народ победил себя сам. Ну что ж, друзья, с печалью представляю вам промежуточные итоги нашего эксперимента «Мы будем следить», в котором я вас попросил наблюдать за ходом выборов через веб-камеры. Вы проделали очень большую и важную работу, я благодарю каждого из вас. Спасибо. Вы знаете, пересматривая гигабайты материала, меня не покидала одна мысль. Эти люди, вбрасывающие стопки бюллетеней, решают за меня мою судьбу. Я понимаю, что это слишком громко звучит, но разве это не так? Не так, Владимир Владимирович? Мы безусловно обречены, да? Да, мы безусловно обречены. Друзья, извините, сразу вас предупрежу, если вы сейчас не увидите заснятый вами вброс, то либо я еще не дошел до вашего письма, так как их было более 600 и в каждом в среднем по 10 минут видео, либо вы ошиблись и прислали видео, на котором нет вброса. Пришло очень много видео, где члены комиссии вносят бюллетени в электронную урну. Это делается для теста, это не вброс, просто имейте в виду. Это было важное объявление, а теперь давайте наслаждаться тем, что вам удалось отснять. Так, где мы остановились, на каком регионе? Чечня? Рамзан Ахматович, ну вы-то когда пустили? Или выборы. Кандидаты пидоры. Ну, в принципе, согласен. Все, мы выиграли выборы. Владимир Владимирович, слышали? Мы выиграли выборы. Я член вашей команды. Ну, сути дела это не меняет. Вы, конечно, можете сказать, что один вброс не может кардинально повлиять на голосование целого участка. Ну, во-первых, это лишь те моменты, которые удалось заснять. Во-вторых, не все же такие имбецилы, как эти. Некоторые спиной к камере становятся или делают несколько заходов. Сейчас продемонстрирую. Следите за временем. Следите за высоким мужчиной в черном. Вот он вбросил, потом лысину почесал, думает, да не, надо еще разок проголосовать. Но второй тоже никому не помешает. Потом подумал и такой, что-то я давно не голосовал, скажу еще разок. А потом домой сходил, переоделся и продолжил. И я долго думал, зачем он это делает, и только потом до меня дошло. Этот мужик просто получает удовольствие от голосования, от того, как бюллетень проходит в урну, от уединения в кабинке, от членов комиссии. Он просто ходит за наслаждением. И можно ли его винить за это? Он уже не может остановиться. Вот снова сходил, переоделся, ведь для него каждый вброс особенный, поэтому и антураж так тщательно подбирают.
И таких примеров куча. И знаете, этих людей не поворачивается язык назвать политическими проститутками. Ведь политпроститутки торгуют в первую очередь с собой. Но эти же без моего ведома делают за меня выбор. И поэтому я никак не подберу эпитеты, которые бы охарактеризовали этих прямоходящих. Маэстро, может, вы подскажете? Ничтожество, говнюки, ебланы, отморозки, задроты и долбоебы. И все они голосуют. Они все голосуют, ага. На самом деле создается впечатление, что только они голосуют. Мне всегда казалось, что плебисцит есть несколько несовершенная форма непосредственной демократии, ведь для того, чтобы гражданин качественно влиял на конечный результат выборов, необходимо, чтобы он хоть немного разбирался в политике и геополитике, понимал, как работает экономика, ведь избирательное право слишком ответственное право, чтобы его получали все подряд без исключения. Этим правом должны обладать просвещенные, имеющие хороший уровень образования граждане. Это должны быть люди, которые заработали, заслужили возможность влиять на судьбу страны. Ведь в противном случае большинству, которое, собственно, и определяет исход выборов, будет достаточно сверхмощной ракеты и нового, доселе невиданного курса в светлое будущее. Владимир Владимирович, дайте им то, что они так хотят. Возьмемся за большую масштабную работу. Владимир Владимирович, вот сейчас я вам поверил. Возьмемся за масштабную работу. Слушайте, ну это просто бред. Кто это писал вообще? Объясните, пожалуйста, за масштабную работу. А до этого что тогда было? В это мои подписчики не поверят. Вам точно реклама от меня нужна? На самом деле вбросов много, к ним мы еще вернемся, но вы же понимаете, что основная фальсификация происходит за закрытыми дверьми. Внимание, внимание, операция «Коричневый хорек 2», приступить к выполнению, приступить к выполнению. Прием, прием, агент страшный хромой мужик готов? Агент страшный хромой мужик готов. Вас понял, можете приступать к операции гелий. Операция гелий, можете начинать. Вам может показаться, что это просто безобидные шарики, и с ними или без них результат был бы приблизительно одинаковым. Возможно, вы правы, но есть одно очень интересное исследование, проведенное в американском университете Корнелл выходцами из России. Используя статистику и математический анализ, они сделали вывод, что на выборах 2011-2012 годов количество вброшенных бюллетеней достигло 10 миллионов штук. Кто знает, какая задача стояла на этих выборах? Все сначала повторить, и все сначала повторить, нам все сначала повторить. Да не, какая задача была поставлена, это ясно. Просто кто знает, сколько бюллетеней было запланировано вбросить в этот раз. Я не уверен, что подсчеты наших математиков из университета Корнелл правдивы, но только вы, мои зрители, прислали мне более 80 фактов вбросов. Еще и осталось более 450 ваших писем. Извините, чисто физически не успел просмотреть все, но обязательно постараюсь все разобрать и выложить. И даже после этого короткого видео можно аннулировать результаты более 35 участков, а это от 35 до 70 тысяч голосов. И если убрать все вбросы и фальсификации, то президентство Владимира Путина становится не менее вероятным, но реальные цифры избирательной кампании бросили бы тень на его абсолютную власть, на власть, в которой никто не должен сомневаться ни внутри страны, ни за ее пределами. Мы Путина очень любим и
мы должны отдать все, что мы сделали. Потом И под конец я продемонстрирую вам еще один вброс. Вы его, конечно, видели, но это было не полное видео, и о реальных масштабах вброса вы даже не догадываетесь. Но я не пытаюсь вас шокировать количеством вброшенных бюллетеней, тут другое. Они, нарушая уголовный кодекс, прямо под камерами видеонаблюдения, не особо боятся последствий. Они уверены в своей безнаказанности. Уже сегодня главные герои этого ролика цинично заявили, что происходящее не более чем видеомонтаж. А знаете, почему они так хладнокровные? Все просто. Если вы присмотритесь к этому моменту, где блондинка сама заполняет бюллетень, то вы увидите, что плюсики она ставит в центре листка. И, конечно, можно предположить, что эти вбросы за Собчак. Она выдвигает лозунг легализации однополой любви. Блин, вот здесь действительно за Вольфовича обидно. Зачем у него электорат забирать? Лесбиянкам и пидорасам за голоса мои. Лесбиянки и геи за голоса мои. У тебя вечно проблемы со знаками препинания. Вообще ни черта не понятно, что ты говоришь. Но вообще действительно, да, у них община такая, что друг за друга горой. Владимир Жириновский во время предвыборной кампании навещает питерский клуб 69 с призывом: «Геи России, объединяйтесь, голосуйте за ЛДПР и будете любить друг друга спокойно». Действительно, можно подумать, что вброс за Собчак, но знаете, что-то мне подсказывает, что в нашей стране никто бы не согласился целой избирательной комиссией под камерами, в присутствии полицейского, извините, в данном конкретном случае мусора, осуществлять вбросы, если бы они не чувствовали покровительства большого брата. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. Дорогие друзья, я вам продемонстрировал около 50 фактов вброса бюллетеней на 35 участках. И это лишь малая часть того, что мне пришло на почту. Это, так сказать, предварительный результат на 15 минут, но этого достаточно, чтобы понять, что сейчас вы услышите чушь. И все это действительно убедительное доказательство того, что ЦИК следовал заявленным принципам максимально открытого, прозрачного и легитимного голосования. Я же говорил. И, конечно, мы понимали, что выиграет Владимир Путин. Мы понимали, что он наберет много голосов, и то, что у него действительно большая поддержка, но когда ты видишь такое количество вбросов, ты начинаешь сомневаться, а все ли так однозначно? И зачем это было нужно? Поднять явку, победить в первом туре? Нет, этот процент для тебя, чтобы ты, как и остальные 140 миллионов граждан, даже не сомневались в его абсолютной власти. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей увидели эти кадры, ведь они вселяют сомнения. Люди начинают думать, неужели при такой поддержке нужны такие грязные подтасовки? А что если эта всенародная поддержка не такая уж и всенародная? Поэтому я прошу вас распространять это видео. В свою очередь я передаю эти видеофакты нарушения УК всем граждански активным юристам. Уверен, они найдут применение этим материалам и дадут им ход. И тут важно не наказывать тех, кто делал вбросы учителей и пенсионеров, а направить все законные меры воздействия на организаторов. Также уже с полным материалом, досмотрев все ваши письма, сделав полноценную компиляцию без ускорений, вставок и так далее, я постараюсь заинтересовать оппозиционные СМИ этим материалом, чтобы они хотя бы осветили проведенный вами эксперимент. Главное рассказывать о массовых вбросах. Главное не сглотнуть это в очередной раз. И под конец я просто хочу вам всем сказать спасибо. Всем, кто следил, и неважно, удалось ли вам заснять вброс или нет. Мне хотелось бы пожать руку каждому из вас за то, что вы не остались безразличными. Я очень рад, что вам интересно то, что я делаю. Спасибо заранее всем, кто будет распространять это видео. Вам может показаться, что это очень мало, но именно так зарождается гражданское общество, которому не все равно, которое понимает, что у него есть не только обязанности, но и права,
которые нужно отстаивать. Так что будь представителем такого общества. А впрочем, как всегда, тебе решать. Быть или